привет! Меня зовут Ксюша, и вы на канале о вязании Velvet Rabbit. Посмотрите, какие две замечательные игрушки я для вас сегодня подготовила. Многие из вас уже связали зайчика по моему мастер-классу. Перед Новым годом я старалась выложить как можно скорее этот мастер-класс, чтобы вы смогли связать подарки своим любимым, своим родным. По мастер-классу зайчика я связала вот такого потрясающего мишутку. Отличается он немножко утяжкой мордочки, ну и ушки, конечно же, для мишутки вяжутся кругленькие. В ближайшее время я планирую выпустить сокращенный мастер-класс по вязанию мишки. Он уже не будет такой подробный. Я посчитала, что нет смысла писать подобный мастер-класс, так как детальки все вяжутся идентично, точно так же, как и для зайчика. Поэтому дождитесь выхода сокращенного мастер-класса, или если вам не терпится уже начать вязать этого мишку, вы можете вязать все детальки по мастер-классу зайчика и дождаться выхода видео по утяжке головы, где мы с вами вместе сформируем игрушечку и будем ее в дальнейшем наряжать. Так, что же нам потребуется для вязания этого мишки? Сейчас я усажу своих малышей красиво, чтобы они мне не загораживали. У меня здесь подготовлена корзинка с материалами, которые нам потребуются. Нам нужно будет 2 моточка плюшевой пряжи. Для вязания игрушек я использую Himalaya Velvet. Мне очень нравится эта пряжа, она тонкая, немножко тоньше, чем Himalaya Dolphin Baby, и немножечко так переливается. Она такая красивая, такая мягкая-мягкая. Очень мне нравится. 2 моточка. Оттенок 90049. Поближе к камере. Еще я вяжу сейчас розового зайчика. Все детальки уже у меня готовы. И в ближайшее время я сформирую игрушку, пришью ушки, мордочку утяну, наряжу ее и обязательно вам в шортах покажу, какой зайчик получился из этой розовой пряжи. Так, дальше нам потребуется крючок, конечно же, крючок. Мишку я вязала крючком 3,5. И если посадить рядом мишку и зайчика, вы увидите, что зайка чуть-чуть побольше в размерах. Зайчика я вязала крючком номер 4. Если вы захотите, чтобы игрушка у вас была небольшого размера, кстати, в сидячем состоянии мишка ростом 22 сантиметра. Зайка чуть побольше. Так, садись. Что нам еще потребуется? Глазки. Глазки. В мастер-классе по мишутке я буду использовать пришивные глазки. Если у вас глазки на безопасном креплении, обязательно посмотрите мастер-класс по вязанию головы зайчика. Я подробно объясняю, в каких рядах нужно закрепить глазки и продолжить вязание головы. Так. Нам еще потребуются небольшие отрезки пряжи для вышивки бровей и ротика коричневого цвета, белая пряжа для формирования белка, пряжа для вышивки носика. Я использую плюшевую пряжу Alize Softy. У мишки коричневым цветом я вышивала носик, у зайки вот такой розовый. Вы можете использовать готовые носики на ваше усмотрение. Так, потребуется нам плотная нить для утяжки, инструменты всевозможные, счетчик рядов, сантиметр, иголочки, булавки. Чуть не забыла. Нам потребуется холофайбер. Я использую около 150 грамм. Возьмите побольше, пусть лучше останется, чем не хватит. Я люблю набивать игрушки плотно, особенно голову, чтобы она была такая тяжелая и чтобы животик такой был плотненький. Вот такие они пузатики получаются.
Такие вот красивые малышки. Что еще у меня в корзиночке? Пряжа для вязания комбинезона или платья. Я использую Газал Cotton Baby. Плотность этой пряжи в 50 граммах 165 метров. О материалах вроде бы вам все рассказала, ничего не забыла, надеюсь. Обязательно свяжите игрушку своему ребенку. Я думаю, что такой зайчик или мишка станут любимым другом вашему малышу. Девочки, не бойтесь, пробуйте, особенно новички, кто первый раз вяжет игрушки. Уверяю вас, этот мастер-класс несложный. С этим мастер-классом справится даже новичок, если вы умеете вязать крючком, хотя бы столбик без накида, пожалуйста, приступайте и не бойтесь, пробуйте. И ничего страшного, если у вас там первое время будут получаться неровные детальки, отличаться по размеру. Кстати, лайфхак. Вам расскажу. Я всегда вяжу парные детали друг за другом, никогда не отвлекаюсь. То есть обязательно, возьмите себе это в привычку, что если вы вяжете лапки, вяжите их друг за другом. Не нужно откладывать сначала одну лапку, потом я вторую свяжу. Вяжите сразу две верхние лапки. Можете отвлечься, выпить кофе, связать две ножки. И потом уже приступать к вязанию тела, головы. Желательно детали вязать не отвлекаясь. То есть если вы начали вязать голову, то довяжите ее до конца, не отвлекаясь. Начали вязать тело, вяжите до конца, не отвлекайтесь. Тогда у вас игрушка будет симметричная, потому что плотность вязания у мастериц также может зависеть и от настроения. Особенно в вязании игрушек, чтобы у вас не получилась одна лапка там 12 сантиметров, а вторая 10. Ну что, дорогие мои, жду вас на своих мастер-классах. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых мастер-классов. Я желаю вам хорошего настроения, ровных петелек и до встречи. Малышки ждут вас. Обязательно приходите их вязать.